Всем привет рукодельницам и рукодельникам. Хотелось бы мне с вами для начала познакомиться. Меня зовут Анжелика, и я насмотрелась на ютубе всего интересного. Очень люблю рукодельные каналы у девчонок, и хотела бы с вами поделиться тоже то, что я уже накопила за довольно-таки продолжительное время. Сегодня хочу вам показать, как все девочки показывают, и сейчас пошла тенденция на елочные игрушки в преддвериях Нового года. Я тоже хочу похвастаться своими рукодельными успехами, которые у меня свершились за 2 года. Второй год включительно идет в настоящем времени. Ну, с чего начнем? Начнем мы, наверное, с вот этой вот рукодельной моей баночки. Баночку мы покупали в прошлом году, вкусные печенюшки. И она очень красивая. И как раз, кстати, подошла под все мои рукодельные игрушки от волшебной страны. Хочу сейчас показать вам все, что я навышивала. Хотя здесь будут игрушки не только волшебной страны, но и немножко других производителей. Итак, первый у нас пингвиненок. Он выполнен традиционно, как предлагает производитель, с задничком заклеенным. Вот, компания ему подружка. Хотя, судя по всему, это девочка и в синем цвете, и в розовом это тоже девочка. Ну, это я их так вижу. С двух сторон заклеены они фетром. Этих двух я вышила в этом году, а вот этого большого вышила в прошлом году. И он у меня вышит с двух сторон. Я попробовала, и мне понравилось сам результат. И выполнен он с двух сторон в разных цветах. Честно говоря, я даже уже не помню, какой был. Наверное, в красной шапочке это оригинал, а с обратной стороны это уже был мой подбор. Да, по-моему, так. Так мне нравится намного лучше. Ну, конечно, вышивать более кропотливее. Так, вот 3 пингвина. Кстати, почему же я вам не сказала, вот у меня еще лежат ребята, которые на подставках, тоже от волшебной страны. Но лежат они у меня потому что они стоят, и по отношению к вам, конечно, вам будет ничего не видно. Вот такой вот гномик и снеговик. Ну, этих ребят я, конечно, сделала так, как предлагает производитель. С двух сторон они заклеены фетром. Вернее, не с двух сторон, а один и другой заклеены фетром. Вот такая вот парочка чудесная получилась. Подбирала специально под цвет. Там, по-моему, у них еще вышел Мишка. Тоже в сиреневом таком свитерочке. Вот, но я положу, так чтобы было вам видно. Так, вот такой вот Санта. Тоже вышит, с обратной стороны заклеен фетром. На превью, конечно, он не очень, как все это заметили, но вживую смотрится классный, в общем, он красивый такой. Так. Санта у меня тоже был вышит в прошлом году. И в этом году я вышила елочку. Ну, елочку здесь, конечно, я портанула. У меня здесь
поначалу было несколько косяков, так как я в этом году немножко, когда взялась вышивать, и забыла последовательность, как я выкладывала бисер, нитку, чтобы получилось с двух сторон. Вот ее оригинальная сторона, и с другой стороны я подобрала бисер в темных тонах. Вот. И немножко, конечно, накосячила. Но с другой стороны, как бы мне нравится. Я, наверное, перешивать все-таки не буду, потому что эффект мне понравился, в принципе. Все симметрично, все гармонично. И, пожалуй, я ее оставлю в таком виде. Так, в прошлом году тоже вышел такой домик. Тоже он у меня двухсторонний. Вот она, оригинальная сторона. И вот то, что я сделала сама подборку. Прошу прощения, конечно, за мой маникюр. Так, вот такой вот симпатичный домик. Вот Мишка. В принципе, вы все его видели, многие его вышивали. Он очень эффектный, красивый, на елке смотрится суперский. Но это его оригинальная сторона. И то, что начудила я, так сказать. Подборку, конечно, может быть не совсем удачную, но, в принципе, ну, неплохо. Конечно, с этой стороны более все гармонично смотрится. А с этой ну, тоже интересно. Тоже интересно. Вот. Следующий у меня вот такой вот олень. Кстати, оригинальная сторона его вот такая вот. Он голубой. А с другой стороны это уже моя подборка. В общем, прикольно. С двух сторон, когда вышито, очень мне нравится, очень. Вышивать, конечно, кропотливо с двух сторон. Но результат, наверное, того стоит. Хотя, казалось бы, висят они на елке все повернутые одной стороной, мы видим их с одной стороны. Вот такой вот подарок. Здесь у меня немножко тоже, конечно, косяки есть. Но перешивать уже не буду, естественно, уже как есть, так и есть. И с другой стороны моя подборка. Вот получился вот такой вот результат. Уже, в принципе, целая коллекция. Ага. А вот еще синички. Птички синичка и снегирь. Это тоже всем известные популярные птички. В этом году вообще хит продаж, наверное, у них снегирь такой, который сидит на калине и вместе с всякими там камешками, бусинками. Конечно, красота. Красота. Ну, вот в пару у меня получились две птички. Синичка и снегирь. Тоже вышиты с двух сторон. Вот такого плана. Тоже красивые. В общем, целая коллекция получилась. Ну и покажу вам мой эксперимент. Вот такой вот олень. Пыталась вышивать на канве пластиковой бисером. Ну, тоже интересно. Ну, конечно, канва она гибкая. С обратной стороны заклеила фетром. Оригинальным фетром. Ну, тоже для разнообразия. Скажем так, проба пера. То, что получилось. Вот. Это то, что... Вышиваю я уже 13 лет. Поначалу это было просто как для себя, вот просто хобби, без всякого ютуба. Купила один наборчик, вышила, потом пошла купила другой наборчик. Ну, потом, конечно, как познакомилась с ютубом в прошлом году, то, конечно, Остапа понесло. Насколько и больше энтузиазма появилось, и столько всего сейчас интересного. В общем, рук не хватает, и окунулась, как говорится, с головой в эту всю красоту. И хочу тоже показать
свои накопленные запасы. Так как в этом году, смотрю, все в преддверии Нового года показывают все свои покупки, подарки, игрушки. Вот и начну и я со своих новогодних игрушек и запасов. Вот. Что я имею? Немножко в прошлом году я начала вышивать, готовиться к Новому году, и начала я с чарівної миті. Вот такие вот были куплены наборчики, ангелок, вышивка по дереву. Еще волшебную страну как таковую я не знала. Вот. Первые пробы пера были на таких вот заготовках. Как видите, они уже разукрашены и вышиты. Вот такой ангел от чарівної миті. Вот. И дальше вот такие вот шарики, объемные шарики. Тоже они разукрашены, вышиты. И уже как бы своя фантазия подключили, обклеили шары, называется это, по-моему, синильная проволочка. И получилось вообще супер, просто класс. Получились вот такие вот два шарика. Конечно, их там еще есть много чего интересного, но в наличии у меня только два. Вот. А еще у меня в прошлом году накупила новой слободы. Что касается новой слободы, из запасов, то, что я имею, это вот такой вот веселый лось или олень. Это вышивка на перфорированной основе с нанесенным как бы рисунком. В принципе, ее можно вышивать даже детям без всяких схем. Очень интересно. И самое интересное то, что здесь уже все оформление у вас находится в наборчике. Я сейчас не буду раскрывать пакет, покажу вам то, что уже у меня вышито. Но этот наборчик я еще не трогала. В общем, рамка находится в наборе. Сразу вышиваешь, оформляешь, и можно применять как картинку. Можно сделать из них гирлянду. Ну, в общем, у кого как играет фантазия. Это был олень. Вот такие вот прикольные пингвины. Два веселых пингвина. Хотя вот написано набор для вышивания открытки. Это идет как открытка. Ну, она в принципе как полноценная картинка. Вот это второй. Третий. Тоже все в новогоднем стиле, хотя у них есть там и другие направления, там и животные, и какие-то миниатюры по другим тематикам. Ну, я купила все, что к Новому году. Вот такая вот Рождество. И колокольчики. Колокольчики я могу вам показать, распечатать и показать то, что у нас есть внутри. Вот такие вот ниточки. Ниточки в Новой Слободе очень хорошие. И вот такая вот основа, к которой будут ленточкой привязываться крепежи
когда мы поставим перфорированную бумагу, вот открыточка, которая крепится назад. Ну, то есть это уже полноценно видно, что это открытка. Вот ленточка, которой это все будет пришиваться с двух сторон. Вот по всему периметру вот такими вот палочками пришивается. И самое интересное здесь, что у нас схема и то, что я имею уже вышито. Но еще работа не закончена, надо брать и заканчивать. Тут осталось, в принципе. У меня ребенок в прошлом году взяла, села и вышила буквально за 2 вечера на таком энтузиазме. Ей очень понравилось. И получается классная штучка. Схемку покажу чуть-чуть. Ну, схема вот такого плана получается. Читабельная. В принципе, там все понятно и без схемы. Вот. Это то, что касается моих запасов и то, что в процессе. И покажу парочку работ, которые уже готовы. Это вот такие вот ежики, это которые я говорила, вышла моя дочка. Такие чудные, классные ежики. Села, поигралась пару вечеров и получился такой результат. Сама все оформила с обратной стороны. Вот, и у меня, в принципе, есть такая идея все это, все картинки связать в гирлянду. Вот такие ежики. И это то, что вот вышила я, такой Дедушка Мороз на пироженке. Вот такой Дедушка Мороз. Это и с бисером, тоже и бэк сверху накладывается. Ну, в общем, тоже своего рода, как бы сказать, как вот у девочек Милхил, конфетки вышивальные. В принципе, это тоже такая вот игрушечка. И с обратной стороны. Вот. И еще вот одна игрушечка у меня. Это фирма Butterfly. Butterfly, если я не ошибаюсь, по-моему, да. И вышивается из фетра. Вот такой вот мышонок был вышит к прошлому Новому году. Вышивать, конечно, здесь раз-два и обчелся. Такой тоже прикольный. Тоже игрушечка. Вот. Ну и куда же без Dimensions. В этом году первый мой Dimensions на пластиковой канве. Все вы знаете серию этих игрушек. Вот то, что вышила я. С обратной стороны оформлено фетром. Такой подвес сделала из бисера. Но это я, честно признаюсь, подсмотрела у девочки, которая оформляла свою игрушку. И ей из остатков некуда было бисер девать. Но у меня бисера много, поэтому вот так вот. Мне понравилась идея, и я тоже сделала такой подвесик. Вот. Ну, это первая игрушка, готовая из Dimensions. Вот. И покажу сразу же свои наборы, которые у меня есть из этой коллекции. Это такой вот мишка в носочке. Мишка. Не знаю, успею я в этом году вышить его или нет. Но вышивать мне понравилось очень. Но время поджимает, много всего хочется.
такой вот ангелочек сразу с ценой. Но покупала я по скидке. Вот. Такой вот ангелочек. Вы все эти наборчики, в принципе, знаете. Я их еще не открывала. Там их, по-моему, в коллекции 12 штук. Но все 12 я не хочу. Как бы не все мне очень нравятся. Ну, штук 5, наверное. 3 у меня уже есть. 3 у меня уже есть. Ну, еще парочку, я думаю, хватит с головой. Вот. Ну, а это тут пряничный домик, который уже готов. Уже готов у меня. Вот. И купила еще попробовать одну игрушечку от Crystal Art. Нашумевшие с прошлого года новинки. Вот. Вот такого вот снеговика. Тоже интересное. Все у него на пружинках. И я думаю, будет интересно и в вышивке, и в сборке, и результат вообще будет классный. Я так уже его вижу. Вот. Ну, это то, что у меня есть. Над чем работать, скажем так. Вот здесь и фетр, и ниточки, и проволочка. В общем, все для создания елочной игрушки. Фетр, говорят, здесь, да я сама как бы вижу, здесь такой плотненький фетр. Ну, посмотрим, как с ним получится. Вот такой вот снеговичок. Вот. Видео немножко хаотично у меня получилось. Вы меня простите, потому что как бы первый раз. И еще хочу вам показать то, что по волшебной стране у меня в запасах есть. В запасах вот у меня есть такая вот хрюша. Ну, хрюша, так сказать, году свиньи, но так как у меня младшая дочка родилась в год свиньи, вот это хотелось бы как бы адресовать эту хрюшу и для нее вышить. Вот, ну, не успела как бы году свиньи, ну, я думаю, вышью и к следующему году, к этому вряд ли уже буду, но к следующему вышью, и пускай она у нас будет. В общем, потихоньку начнем пополнять коллекцию всех игрушек по календарю. Так, это первая. Вот вторая. Это уже распечатанная, сюда заглядывала, вытягивала схемку. Вот ее шаблон, по которому вышивать деревяшка, фигурка. Вот такой вот олень. Конечно, будет очень красивый. Уже много я видела отшивов. Ну, супер классный получается. Естественно, я его планирую вышить с двух сторон. Вот. Такой вот фонарик. Фонарик. В этом году, конечно, тоже очень много у них вышло новинок. Столько красоты. Очень интересно вышивать. Я смотрю, девочки наряжают, у них прямо елки, все в волшебной стране. Конечно, игрушки суперские, интересные. Вот такая вот сосулька, которая тоже еще в планах. Не знаю, успею в этом году вышить или же оставлю еще к следующему году. Не все же сразу. Поигрались в этом году, надо будет поиграться и в следующем. К этой сосульке вот такой еще фонарик в комплект. В пару, так сказать. Вот. Не знаю, правда, меня немножко смущает вот этот золотой бисер, который ложат в волшебной стране. Вот этот именно золотой. Как он себя ведет. Вот, мне кажется, покрытие немножко будет стираться. Не хотелось бы, конечно. Ну, я уже замечала за этим бисером, уже когда вышивала, что с него стирается покрытие. Может быть, не сразу, но со временем, конечно, игрушка может поменять свой цвет. Чего очень бы не хотелось. Вот, все. Мои игрушки
запасы закончились. Казалось бы, их много, но когда начинаешь их пересматривать, то есть еще куда стремиться. Вот такие вот у меня запасы, вышитые игрушки к Новому году. Еще вам покажу свою украшенную елочку. Ну а пока, всем пока-пока.